Всем привет! Сегодня делимся впечатлениями по фильму «Ла Ла Ленд», 2016 год, режиссер Дамьен Шазел. В главных ролях Эмма Стоун и Райан Гослинг. Жанр – драматический мюзикл. Все, наверное, устали от корейского кино, поэтому сегодня американский мюзикл. Начинается фильм со сцены, автомобили стоят с пробки, и начинается массовое пение, танцы. Суть песни славы не хватит на всех, но все стремятся к свету, чтобы не остаться в тени. Падаешь и скатываешься вниз, но встаешь и снова карабкаешься к вершине. Вполне в американском духе. Итак, сюжет. Девушка Мия, мечтающая о театральных подмостках и кино, работающая в кафе при киностудии, и джазовый музыкант Себастьян, перебивающийся случайными заработками, мечтающий открыть свое кафе, где будет звучать только джаз. Знакомятся, влюбляются. При каких обстоятельствах они знакомятся? Мия после очередного неудачного прослушивания забредает в кафе, где развлекает жующую публику игрой на фортепиано Себастьян, который после бравурной музыки по требованию начальства плавно переходит к музыке, которая нравится ему, после чего руководство объявляет Себастьяну, что он уволен. Мия, потрясенная душевным исполнением композиции, бросает комплимент уходящему Себастьяну, который просто проигнорировал и ее комплимент. То есть вырисовывается портрет главного героя, который хочет заниматься любимым делом, но это не приносит дохода, чтобы оплачивать счета. Вообще-то это их вторая встреча. Впервые они встретились в той самой пробке в начале фильма. А по-настоящему познакомились они только при третьей встрече. И они начинают вместе жить. Мия ходит на прослушивание, но все как-то безрезультатно. Себастьян выступает в барах, но не может играть музыку, которая нравится ему, каждый недоволен собой. И, конечно, финансовый вопрос. Надо платить за съем жилья, начинаются взаимные упреки. И однажды Себастьян не пришел на выступление Мии со своим спектаклем, так как был занят на фотосъемке. Нет, он не забыл, но не смог все бросить и уйти. Естественно, Мия обиделась, и она решила уехать к родителям, сказав Себастьяну, что она бездарна, ничего не выйдет. Уехала, и во время ее отсутствия был звонок с приглашением на кастинг. И Себастьян едет к родителям Мии и сообщает ей об этом. Мия отказывается, он ее уговаривает, даже отвозит ее на кастинг. Проходит 5 лет, Мия стала успешной киноактрисой, вышла замуж, у нее ребенок лет 4. Себастьян открыл кафе и играет джазовую музыку, приглашает джазовых музыкантов. Мечты сбываются, но они не вместе. Почти в финале Мия с мужем случайно забредают в кафе, которое Себастьян назвал так, как ему советовала Мия. На сцене Себастьян играл на фортепиано ту же замечательную мелодию, которую он играл при их второй встрече, которая называется «Тема Себастьяна и Мии». Они с мужем присели возле сцены, Себастьян их замечает, и тут Шазел использует прием, как могло бы быть, и возвращает нас назад в прошлое, начиная со сцены в ресторане, но теперь он не игнорит ее, а они целуются. Потом Себастьян пришел на выступление Мии, как у нее все получилось, они поженились, и у них ребенок. Но, увы, так могло бы быть, но бы мешает. Очень душещипательная сцена. Пока звучит эта фортепианная музыка, они оба вспоминают то время, как вместе мечтали, шутили, смеялись и весело проводили время, и думали, что ничто не разлучит их, и они будут счастливы. Но, увы, то ли любовь не была так сильна, то ли обстоятельства были сильнее, но финал оказался очень печальным. Когда по прошествии нескольких лет наблюдаешь за поведением главных героев, они производят впечатление вполне счастливых людей, но только до того момента, когда встретились глазами в этом кафе. Я увидела в глазах главных героев грусть и боль по утраченным иллюзиям, и этот возврат в прошлое, и счастливое совместное будущее, и вопрос, почему же так не случилось. А ведь Себастьян не пришел на моноспектакль Мии, потому что по совету Мии он ранее принял предложение старого приятеля быть клавишником в успешном коллективе, но не в консервативном джазовом, и это сулило хороший заработок. И, конечно, он как мужчина хотел создать для Мии комфортные условия, его можно понять. Но Мия не проявила должного понимания, хотя сама упрекала его, что он совсем не двигается к своей мечте. В ссоре Себастьян обронил такую фразу, что Мия любила его, когда он был на мели, потому что жалела его. А Мия упрекала его, что он совсем позабыл о мечте открыть свое джазовое кафе. Я сама женщина, но иногда не понимаю женщин. Они хотят, чтобы мужчина хорошо зарабатывал и еще при этом уделял им повышенное внимание. Так не бывает. Основная масса мужчин – наемные работники, и это делает их зависимыми от работодателя. У них есть обязательства, не выполнять которые значит лишиться этой работы. Это очередной фильм, где показана слабость женской любви. Я не знаю, может, потому что режиссеры и сценаристы чаще всего мужчины. Взяла и вышла замуж за другого, хотя ничего им не мешало быть вместе. Оба достигли чего хотели, да и денежный вопрос отпал. В фильме не показан этот период, но он наверняка ее ждал, когда она стала сниматься и прославилась. Надеялся. Перед этим он сказал, что ей придется отдать всю себя работе, ведь это ее мечта. А в общем, подождем, увидим, что будет с нами. И оба сказали, что всегда будут любить друг друга. Может, она решила, что он теперь ей по статусу не подходит, хотя на тот момент он играл в известном коллективе.
Я думаю, для женщины важно, чтобы мужчина все время был рядом и сам больше подстраивался под нее, чем она под него. Когда он беден, плохо, когда он не беден, но его вечно нет, тоже плохо. Такое ощущение, что женщины не хотят понимать, откуда берутся деньги и чем мужчины жертвуют ради возможности быть с женщиной. А ведь мужчины тоже люди, у них есть свои мечты. Возможно, если бы он все бросил и слонялся с ней по съемочным площадкам, она была бы с ним. Просто потому, что он на виду не дает забыть о себе. В кино полно таких историй, и в жизни тоже. Может, я не вижу обратную сторону, потому что я не женщина. Не знаю, может, когда они собираются и говорят о мужчинах, им кажется, что это мы плохие. Вечно нас нет дома, или опять забыли про какую-то встречу, дату, обещание. О карьере не думаем, зарабатывать не стремимся, или наоборот, только одну работу и видим, про них не думаем. Вспомнил один случай. Однокурсница ругала мужа за то, что не подвез ее в универ. Прям сильно, чуть ли не матом. Вот типа даже разбудить его не смогла. Я спросил, а ему было по пути? Она говорит, ему вообще никуда не надо было. А ехать чуть ли не 40 километров в одну сторону. Я говорю, да какого черта он должен тебя везти сюда? Правильно сделал, лучше поспать. Никто мне ничего не сказал, но в глазах других девчонок я увидел осуждение и непонимание. По отношению ко мне, не к ней. Вот типа все вы такие. Я не понимаю этого пренебрежительного отношения женщин к мужчинам. Вот он должен, вопреки логике, потому что ей так удобнее. Кстати, они потом развелись. В общем, случилось так, как случилось, если мне это случайная встреча и такая тоска в глазах бывших влюбленных. А еще фильм о мечте, ради которой стоит стучаться в закрытые двери до тех пор, пока одна из них не откроется. Но может случиться и так, что пока идешь к своей мечте, можешь лишиться чего-то или кого-то очень важного в своей жизни. Когда Мия была на прослушивании, которое круто изменило ее жизнь, ей предложили рассказать любую историю, и она рассказала. Пусть голоса толпы скажут, они глупы. Стал серым бы шар земной без тех, кто живет мечтой. Лишь кто безумен чуть-чуть, найти способен тот путь, что прежде не обнаружен. Поэтому он так нужен. Так берегите бесценных бунтарей и блаженных, их песни, картины, стихи. Хотелось бы отметить, что здесь также использован прием смен времен года для обозначения глав истории. Мы уже говорили о фильме Кима Кидука, у него все начиналось с весны и весной же заканчивалось. «Ла Ла Ленд» начинается с зимы, когда у всех все плохо, оба еще ничего не добились, и они не вместе. Весной они полноценно уже знакомятся, узнают друг друга немного. Летом они ходят на свидания, оба просто счастливы. Осенью у них разлад. Глава осени заканчивается их последним разговором. Они в парке. Себастьян говорит, посмотри, какой вид. Она отвечает, видела и получше. А он, хуже не бывает. И опять зима, причем уже 5 лет спустя. У каждого своя жизнь. Вот такую грустную историю рассказал нам Демьен Шазел, который тяжело пробивался к успеху, но осуществил свою мечту. Кстати, саундтрек Джастина Гурвича замечательный. Вообще для меня это лучший мюзикл. Я этот жанр не люблю, но «Ла Ла Ленд» пересматривал много раз. И джаз я тоже не особо люблю. Ну, в чистом виде. Но здесь все гармонично, и песни совсем не раздражают, а инструментал вообще отличный. Я даже удивился тому, что мюзикл может быть таким хорошим. Ну, на сегодня все. Всем пока. Пока.